Забрали всю мебель. Последний день в этой квартире. Оцукаре-сама десу. お疲れ様ですする4年間感謝を込めて塩で清めます。Хай. Солью очищать пространство, то есть энергию. Хотим просто поблагодарить за то, что мы с ней жили, с Тошей, не тужили 4 года, чтобы после нашего ухода тоже здесь была хорошая энергия. Корея Казахстан стайль. Сегодня такая хорошая погода, настроены друг на друге, поэтому практически дома, у них свет не падает в комнату. Так, и в балкон тоже обязательно. Еще бы почистить, но на это у нас почему-то не было времени. Какой прозрачный туалет, все прозрачно. Добрый день, ребята! Сегодня у нас влог японо-чистоты и организации дома. Мы уже с Тошей приютились в нашем огромном теперь гнездышке. Тоша читает книгу, не знаю, как называется, я оставлю в описании. В этой книге описывается дом как ваш организм. То есть также вот диета, детокс в доме тоже должен быть, который помогает вам очищать разум, тоже пространство в вашей голове, для того, чтобы успевать выполнять намеченные цели и вообще вести здоровый образ жизни, прививать правильные привычки. Это все тоже зависит от вашего дома. Поэтому какой дом, такой у вас и порядок в голове будет. Says if you live in the house with full of the stuff, that's the same as, you know, living in the very dirty ocean. If you want to swim with like a beautiful mind, a clear mind, we have to let go. Да. As many stuff as possible. Да. Otherwise, you know, you'll be mentally sick. いくつか持ってた。例えばこれ2年前に買いました。全然使えません。でもいつか使えるから持っておこう。Нет. っていうのはなんか。В японском доме настолько много всех мелочей. Каждая комната закрывается дверью. Я что-то уже закружилась между этими дверями. Все, каждое пространство закрывается в японской квартире. В туалете у нас свои тапки уже теперь. И вообще, теперь, когда у нас большой дом, я использую всякие вот эти японские штучки, миллион коробочек для того, чтобы правильно, максимально использовать пространство. В японской кухне просто миллион тарелок. Вот такая вот у нас студия. И спальня, как вы видели, закрывается отдельной такой окном, дверями. Здесь у нас гардероб. Можно зайти с той стороны, поэтому я могу выйти с кухни, зайти с той стороны. Мой плакат желаний совсем пустой. Я еще за него не садилась, ничем не занималась. Он очень старый, мне кажется, мне нужно его переделывать. Вот эта часть вся вообще. Ну, то есть там были фотографии, я отлепила. Вот здесь она, кухня. В принципе, пространство, конечно, по сравнению с прошлой квартирой намного больше. В японской кухне просто миллион тарелок у нас тоже. Здесь есть полки, но самое главное, смотрите, вот это я тоже разместила. У нас тут палочки, сколько всего принадлежностей, разместила по специальным коробочкам, которые продаются. Поэтому все на своих местах. Все очень красиво.
Как вам вот эта ложка? Я купила еще до того, как с Тошей познакомилась. Думаю, когда-нибудь, когда будет свой дом, буду использовать. Это ложка для риса. Рисоварка есть. Ею вот так, чтобы не царапало и удобно. Каваишная прям ложка. Вот он гардероб. Свет автоматически включается. Вот сегодня мне нужно заняться гардеробом. Нужно правильно, максимально использовать пространство. Здесь, вы видели, мы выходим на лестничную площадку. И потом у нас здесь уже второй этаж. Огромное количество всего для квартиры. И даже я не помню, что покупала. Может быть, даже какие-то личные вещи. Сейчас будем распаковывать и применять это сразу на практике. Здесь очень холодно, прохладно, реально. Зато здесь будет очень шикарно летом, потому что лето в Японии очень влажное, жаркое. И здесь можно хотя бы просвежиться, когда только заходишь с улицы. Эту часть мы еще не продумали. Наша лошадка теперь под снегом, под дождем. Ну, снега нету, но все равно есть тайфуны. Смородинка, как мы ее называем, стоит теперь в укромном местечке. У нее свой дом. Поздравьте Смородинку. Навесные полки можно вот так вот вешать в гардероб. У нас, в принципе, есть полки там, но думаю, как-то еще использовать пространство. Ну вот, теперь все идеально. Тоша говорит, фишка в том, чтобы постоянно соблюдать порядок в квартире без особых усилий. Это чтобы у каждой вещи было свое место. Например, я почему купила эти полки, вот именно вещи, которые вы каждый день используете, они не должны быть на стуле, у них будет свое место. Их нужно вот держать в открытых полках. Ну, лень вам их открывать, честно, закрывать. А вот такие открытые полки, ну, хотя бы скласть как-то можно еще не полениться. Вещи, которыми он пользуется редко, например, галстуки, платочки, головные уборы, это все подальше от более ближнего пространства. Пару сумок я оставила внизу, потому что мне также лень почему-то ходить за ними наверх, поэтому те сумки, которые я использую каждый день, я положила более к низу. 一度にパーフェクトにやんなくていいって書いてあった。ちょっと気持ち的に辛かったら置いておく。Да, Алла Ботл, ой, толку. Это наша первая бутылка вина с Тоши, когда мы поехали с ним на море. Вот, поэтому она у нас хранится. Надо сюда еще шторки маленькие, как бабушка советовала купить. Будет красиво. Так, теперь Мадина займется распаковкой. В Японии очищают энергию дома с помощью соли. Специальная форма. Сюда нужно укладывать соль, и потом вот так соль должна стоять. Но нужно обязательно менять каждую неделю. Купила Тоше японский шампунь для жирной кожи. У Тоши очень сильно прям секреция выделения желез. Такие жесткие черные волосы. Я ему покупаю вот такой японский Анква. Это пришла моя сакура. У нас сезон сакуры, уже тепло, плюс 13-15, поэтому скоро растет сакура, уже начинает цвести. Нужно готовить какие-то рецепты. Одна маленькая штучка на всю коробку. Я купила себе протеин хороший, японский матча. Ну, а Яка посоветовала очень хороший, именно без всяких консервантов. Все не выкидывается, поэтому нужно сдать это в несгораемый мусор. Сейчас я вам покажу нашу мусорную площадку.
хочу показать вам, как просто блестит пол. Нереально. Вот у нас мусорная комната. Здесь отдельно. Видите, все отдельно. Пластиковые бутылки размять, положить тоже отдельно. Но здесь специальная отделка. Вообще не попадает ни свет, ни тепло. Абсолютно не нагревается комната. Чистят, дезинфицируют, поэтому не пахнет абсолютно. Прямо возле дома у нас есть вот стиральные, прачечные. Ну что, большие вещи все-таки дома не постираешь. Очень удобно. Ну, секунд 20, наверное, мне до сюда идти. Поэтому пока она стирается, я поделаю свои дела. И сушка еще есть тоже. Хорошо в японской кухне здесь есть отдельная специальная. Теперь займемся кухней. В принципе, уже все хорошо предусмотрено, поэтому особо не нужно. Но здесь я решила все разложить по коробочкам, поэтому это будет больше создавать организации. Так, у Тоши огромное количество просто соусов, всяких приправ. Хорошо в японской кухне здесь есть отдельная специальная полка. Здесь чисто приправы. На самом деле вам покажется, что мы используем много пластика, много всяких безделушек, барахла, хлама, но ничего лишнего японцы, поверьте, не покупают. У каждой вещи есть своя коробочка или свое место, и это помогает, наоборот, содержать чистоту, порядок в доме. В принципе, я не накупила много, только пару коробочек, новых полок, а так вообще все остальное мы уже использовали в течение 4 лет, как жили с Тошей в другой квартире, поэтому купленные коробки, пластик, оно используется намного долго, а даже если нет, все в Японии перерабатывается, пластик. Так, раковину, конечно, я мою по-особенному. Обязательно средство именно с лимоном. Как говорила Минами, они отпугивают тараканов. И антибактериальное с алкоголем. Сейчас мы поставим полку вот наверх, как Минами советовала. Вот такие складные полки, поэтому ее можно раздвинуть до определенного размера, и она будет там стоять. Еще я купила тапочки. В общем, в Японии всегда нужно, чтобы в туалете были свои тапочки. В Японии считается, что туалет — это другая совсем зона, грязная, специальная атмосфера, поэтому сюда нельзя входить со своими тапочками, для того, чтобы на вас не оставалось вот никакая энергия или грязь или элементы туалета. В туалете, кстати, тряпками мы не пользуемся, уже идут вот такие готовые салфетки, мокрые, естественно. 99,9% убивают бактерии с ментолом. Не нужно тряпку туда-сюда таскать и грязь туда-сюда таскать. В упаковке 20-30 штук, то есть на месяц вам реально хватит. Стоит она там $3. Явно каждый день вы туалет не моете.
у нас еще одна есть свободная полка, но мы не знаем, куда ее прикрутить. А просто так оставлять ее не хочется. О, а что вы? Все-таки Тоша нашел, куда приспособить. Сейчас мы положим туда салфетки и так далее, мои кондитерские принадлежности. О, тисью. Та-дам! Максимальное использование. Молодец, Тоши. Пространство. Хайрана район еще. Ёш! Хай-фай!こんにちは。隣に引っ越してきました三宅と申します。はい、すみません。こんにちは。いえいえ、はじめまして。隣に日曜から引っ越してきました三宅。よろしくお願いします。これつまらないんですが。はい、失礼します。こっちじゃなくて上じゃね？ I don't know, what is the Japanese rule? 隣だけ。だって家族まあみんな一回同じの買いのじゃあ上行きますか。すごい。はい。О,すごい. Здесь есть терраса. О, можно тут кофеек с утра пить. Круто. Время ужина. К нам сегодня придет друг Тоша Джо. Кстати, свободен, девочки, но он британец. И Тоша готовит, как всегда, свое коронное сашими. Сырая рыба, нарезанная тонкими ломтиками. Тошечка вернулся. Кота у друга своего. Да не видно ничего, что вы там машете. How was the drive? Единственное, конечно, вот этот запах машины, он уходит в прихожку. И нужно проветривать прихожку. Это мы купили принтер. Наконец-то у нас есть место, куда поставить. Так, Джо у нас тоже, у него тоже свое ИП, как говорится. You have your own company. So I'm looking for a girlfriend for you. Oh yeah? Well, mostly Russian speaking would be though. Do That's you need fine. a girlfriend? We don't need to talk. I need 3. So Why 3? keep things fresh. No, No? I do Is not that agree. Is that not good? No, never. Well, just one then. Они раньше вместе работали, значит, в одной компании, и сейчас Джо тоже открыл свою компанию, и они сегодня налогами занимались. Устройство на газе. А, вот так вот. 皮をこれ今生じゃん。これをこういう風に炙るんですよ。Кухня в Японии, она готовится с минимальной обработкой 5-10 минут, поэтому мы едим нереально свежее, и все элементы сохраняются питательные в продуктах. Джибун ятта. これ自分でやった。 Я этого не видела. Вот кальмар уже разделанный без шкурки. Вот он так внутри выглядит. Так она фуа-фуа наттеру? Все равно. Тоша молодец. Он ездит на рынок с утра, в 6 утра, поэтому там рыба, естественно, свежая. Например, в Токио все равно рыбу мы покупаем в супермаркете, но она немножко попахивает. В принципе, это нормально, но благодаря Тоше я так привыкла есть супер свежую рыбу, которую только поймали с утра. Еще Тоша готовит сардины именно с имбирем и сливой. Такую сливу с сардинами, он так хорошо сочетается и выводит неприятный запах. Вот. これは私食べたことある? ない、初めて作った。 Японская еда, она такая интересная. Рыбу с фруктами смешивать так интересно. Жутные семена. Сливовое вино. В последнее время подсела на сливовое вино. Кампай. So I bet it's very ume. どうかな? これ何のイクラ? それはタイ。
Курица по-мексикански, сверху сметана. Anyways, look at this. This is cute. Wow. Sakura lemon cake. Oh wow. Ta-da! Da 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 da. おー、できた。いいね。Should be fine. Was it like full? That was smart. Got the liner size like that. Baking soda, baking soda. Or just you could use Baking powder. Yeah.